Всем привет! Вы на канале SuperKit. Как-то я уже устанавливал себе 32 гигабайта АЗУ. Это было в моей предыдущей конфигурации основного компа, когда еще был FX. Но потом было решено сойти с AMD, а заодно добиться максимальной бесшумности компа под воздействием моих новых взглядов. Для этого ТДП проца в своих компах я решил не превышать отметки в 65 Вт. Однако, продав системную плату под FX, исчезла возможность использовать 32 гигабайта оперативки, так как в той, которая у меня осталась, лишь два слота под DDR3. Чуть позже, после продажи FX, был куплен новый медиакомп, который также эволюционировал с тех пор. И вот теперь смотрю я на него и думаю, при приблизительно равной производительности проца с моим основным компом, у него в материнке есть 4 слота для памяти DDR3. В общем, поменяю эти компы местами и расширю уже в новом главном память до 32 гигабайт. Оба компа на сокете 1155, но с процессорами разных поколений. Для этого заказал пару планок по 8 гигабайт каждая. Вот и предлагаю потестить их и сравнить с моими предыдущими и посмотреть, как они будут работать совместно. А заодно ознакомиться с производителем оперативной памяти, которого Google переводчик читает как EANBASSH. То есть понимает как аббревиатуру. Я думаю, что это читается как Танбаш. Сам производитель поясняет, что этот бренд в переводе с китайского означает увеличить удачу и увеличить скорость, что означает благоприятное воздействие и энергию. Вообще я уже заказывал планки памяти в Китае, причем разные по поколению, разного форм-фактора. Были и ноутбучные, и для компа, были и китайские бренды, и память с разбора, которая была просто перемаркирована. Были также планки исключительно под AMD, но ни разу не сталкивался, чтобы что-то не работало. Поэтому в этот раз я решил проигнорировать длинный многочасовой ММ-тест, который снова не найдет ошибок. А поскольку если ошибки в работе будут, то они все равно и сами очень быстро о себе дадут знать в виде синего экрана, зависаний или спонтанных перезагрузок. Тем более, что этот обзор будет буквально 10 минут, а до выхода этого видео я не один день успел погонять эту память и убедился в ее работоспособности. Сейчас меня интересуют две вещи. Что покажет в тестах эта память и что я потеряю с переходом на новый комп, ведь максимальная частота работы памяти с процессором второго поколения Xeon 1333 МГц, а частота памяти с процом i5-3475S, который был в основном компе, 1600 МГц. При этом меня интересует не только тест в AIDA, а и скорость работы моего RAM-диска, который создан из оперативной памяти. RAM-диск мне нужен как в личных целях, так и для разных тестов. Неоднократно, кто смотрел обзоры разных SSD, могли наблюдать, как с быстрого логического диска на базе оперативной памяти я копировал файлы с целью выявления реального объема кэша твердотельных накопителей, а после показывал их настоящую скорость записи после исчерпания кэша. Заказанные планки по 8 гиг, частота 1600 МГц. На этот раз они под любого производителя процов, в отличие от прошлого раза, когда были только под AMD. Это понятно, ведь сейчас я их буду использовать с процом от Intel. AMD у меня больше нет. В комплекте к планкам продавец положил подарок, кисточка для того, чтобы смахивать пыль. Спасибо, пригодится. Заранее, еще до установки новых планок, я протестирую старую память. Она лишь 1333 МГц, это видно также в AIDA, но при этом автоматический режим рабочей частоты оперативки в BIOS переводит их в режим работы 1600 МГц. В этом же компе начну тест новых планок. Такая вот память на данный момент установлена, всего две планки, гудрам и два слота под них. Сейчас это проблема, так как предел по объему лишь 16 гиг, то есть две планки по 8, и больше не поставить никак. Внутри настроек можно увидеть, что в очередной раз китайская АЗУшка работает без проблем. Также включился двухканальный режим и правильно определилась частота.
1600 МГц это максимальная частота на этой материнке. В винде тоже нет никаких проблем с определением, а тест показывает более выгодные результаты. Напомню для сравнения, сколько было в Crystal Disk Mark при тесте RAM диска с памятью Gudram. Теперь же предлагаю перенестись к компу, у которого 4 слота под DDR3, который я собираюсь сделать из-за этой особенности основным. Вот такая планка здесь была, всего 4 гигабайта, но для медиакомпа под телек достаточно. Для начала уберу пыль, которая все время все равно проникает в комп. И сразу установлю все 4 планки. Хочу отметить, что компьютер HP своеобразно реагирует на изменение объема памяти. Данный комп зачем-то запоминает предыдущее значение и в случае изменения емкости сигнализирует об этом звуковым сигналом после включения. Так происходит каждый первый раз после изменения объема. BIOS отображает полный объем в каждом слоте по 8 ГБ и суммарный 32 ГБ, а частоту 1333 МГц. Ну и тесты. Сначала скорость работы RAM диска в Crystal Disk Mark. Теперь AIDA. Скорость чтения, скорость записи, задержка. Однако до этого все тесты я делал при захвате экрана через OBS, а это отнимает часть ресурса компа. Без OBS просто на камеру скорости еще выше, задержка еще ниже. Несмотря на то, что я буду использовать здесь именно тестируемый набор планок, поскольку я не могу все 4 сразу проверить на предыдущем компе, то ради интереса я проведу только тест новой китайской памяти, чтобы увидеть разницу при одинаковых планках. Сначала с захватом экрана. В общем-то, еще с общего теста стало очевидно, а сейчас только подтвердился этот факт, что на более старом компе HP, который у меня с процом Xeon, в тестах AIDA память работает медленнее. А теперь без захвата при съемке просто на камеру. Я долго думал над увеличением АЗУ и раньше, но хотел полностью сменить материнку и проц. И даже уже собрался с мыслями, но потом передумал. Все-таки отдать весь комп по цене одного только проца на данном этапе жизни я не решился. А так, за весьма небольшую сумму докинул памяти. Как вы могли видеть, также в этом компе, который станет теперь основным, заменен и проц. Сейчас здесь Xeon E3 1260L. И в целом получился весьма неплохой аппарат с 32 гектарами АЗУ на борту. Видео по замене проца будет в описании. В
том видео, кстати, кто задумается апгрейдить свой такой комп, я рассказал, что не все так просто с установкой Xeon. Но, как потом выяснилось, на основании сбора разных данных, я пришел к выводу, что проблема не в проце, а в его интегрированном видео P3000, а не HD2000, как заявлено на сайте Intel. Это видеоядро P3000 в этой модели специфическое и редкое, и не работал комп именно из-за него, так как именно поддержка этого видео и не добавлена в новых версиях BIOS. А с добавлением новых версий прошивок BIOS этот редкий вариант, скорее всего, банально забыли добавить. Но могли забыть добавить именно из-за Intel, так как отсылка могла идти к их официальному сайту, на котором указано, что в моем проце используется именно HD2000. Я не оправдываю этим HP, ведь в более ранних версиях они знали, какое интегрированное видео на самом деле в этих процах. То есть это их совместный косяк. А лишь пытаюсь найти объяснение того, что при новых версиях люди, которые пытаются поставить такой проц, по факту обнаруживают несовместимость комплектующих. Именно поэтому в видео по замене проца я столкнулся с инфой, что звуковая индикация системной платы компа HP 6200 Pro SFF после установки проца Xeon говорила, что что-то не так именно с видеокартой. А это значит, что как минимум любой Xeon второго поколения без интегрированного видео в паре с дискретной видеокартой должен заработать на любой версии BIOS в этом компе. По идее, если есть дискретная видеокарта и она будет первой определяться, то все заработать должно и в таком случае с любым другим Xeon, с любым интегрированным видео. Но в самом последнем утверждении я не уверен, так как не проверял его на практике. Да и проверить негде. Хотя, следуя здравому смыслу, именно так и должно быть. Но, как минимум, даже не проверяя, я абсолютно уверен в том, что любой Xeon Sandy Bridge без интегрированного видео заработает с любой версией BIOS на данном компе. Просто мне было важно именно с интегрированным видео, поэтому я себе купил такой проц. Подводя итог, скажу, что меня данная память порадовала. Я думаю, что теперь нужно задаться целью заменить вентилятор на проце на менее шумный, так как от HP шумноват. И очень похоже, что в таком варианте у меня комп пробудет весьма значимый период. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!